नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। Матаджи Према Падмини. Ага, you switched off. Chapter 3. Suta uvacha jagrihe paurusham rupam bhagavan mahad adibhi sambhutam shodashakalam adau loka shiskrishya. Can you read? Можете, пожалуйста, прочитать? Да, правда. Перевод. Микрофончик надо включить вам. Сута сказал: в начале сотворения материального мира Господь распространил себя сначала в вселенскую форму воплощения Пуруши и проявил все элементы материального творения. Таким образом, в первую очередь были созданы 16 начал материальной деятельности. Это было сделано с целью сотворения материальной вселенной. Комментарий. В Бхагавад-гите сказано, что личность Бога Шри Кришна поддерживает материальные вселенные, распространяя себя в своей полной экспансии. Форма Пуруши, о котором говорится здесь, подтверждает этот принцип. Изначальная личность Бога Васудева, то есть Господь Кришна, известный как сын царя Васудевы или царя Ананды, исполнен всех богатств, всего могущества, всей славы, всей красоты, всего знания и всего отречения. Частично его сознание проявляется в виде безличного брахмана, а частично как параматма. Форма Пуруши, той же самой личности Бога Шри Кришны, с которой говорится здесь, изначальное проявление Господа как параматма. В материальном творении существует 3 формы Пуруши. И первая из них, данная форма, Карандакшая Вишну. 2 другие его формы, Гарбхадакашая Вишну и Кширадакашая Вишну, и мы поочередно рассмотрим их. Бесчисленные вселенные появляются из пор на коже Карандакшая Вишну, и в каждую вселенную Господь входит как Гарбхадакшая Вишну. В Бхагавад-гите также говорится, что материальный мир через определенные периоды времени создается и вновь разрушается. Созидание и разрушение происходит по высшей воле ради обусловленных душ живых существ, которые называются нитибамхи. Нитибамхи, то есть вечно обусловленные души, обладают чувством индивидуальности, аханкары, побуждающим их доставлять наслаждение своим чувствам, хотя по своей изначальной природе они не являются наслаждающимися. Господь единственный наслаждающийся, а все остальные объекты наслаждения. Живые существа, подчиненные, наслаждающиеся, однако, забывая об этом в своем изначальном положении, вечно обусловленные души жаждут наслаждения. Кто-нибудь следующий продолжит. В материальном мире. Вы до конца дочитайте тогда. Ладно. В материальном мире обусловленным душам предоставляется возможность наслаждаться материей, но вместе с этим им дается шанс осознать свое истинное изначальное положение. Удачливые живые существа, которые постигли истину и, прожив много жизней в материальном мире, предались лотосным стопам Васудевы, присоединяются к вечно свободным душам, получая таким образом возможность войти в Царство Бога. После этого таким удачливым живым существам уже не надо возвращаться в приходящее материальное мироздание. Но те, кому не удалось постичь эту изначальную истину, во время уничтожения материального творения вновь погружаются в Махат-татву.
Когда начинается новый цикл творения, Маха-Татва снова высвобождается. Эта Маха-Татва содержит в себе все составные части материальных проявлений, в том числе и обусловленные души. Маха-Татва делится на 16 основных частей, 5 грубых материальных элементов и 11 орудий деятельности, чувств. Маха-Татва подобно облаку в ясном небе. По всему духовному небу разлито сияние Брамана, и вся система излучает духовный свет. Маха-Татва сосредотачивается в определенном уголке огромного безграничного духовного неба. И та его часть, которая покрытой Маха-Татвой, называется материальным небом. Маха-Татва лишь незначительная часть всего духовного неба, но в ней находится бесконечное множество вселенных. Все эти вселенные вместе взятые создаются Карандакшая Вишну, называемым также Маха-Вишну, который оплодотворяет материальное небо одним своим взглядом. Спасибо. We're ready. Mataji, Prema Padmini, we're ready. Yes, Hare Krishna. So, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ Это не нам, на другом языке. You switched off the phone, microphone. Интернетом, что ли, там ночью? По-моему, она вышла. Так она вышла, да? Ну да, там, видимо, интернет еще слабенький. Hare Krishna. So, Hare Krishna. Hare Krishna. So this is, so in the beginning of the creation, what happened? And thus at first, the 16 principles, this was the purpose of creating the material universe. So, okay. So starting with how a creation takes place in this material world. То есть мы здесь что объясняет? Yes, I'm translating. Что здесь объясняется? Здесь объясняется то, что Кришна, каким образом Кришна начал свое творение материального мира, что он сотворил материальную вселенную и сделал 16 начал. So Krishna, in the form of a cowherd boy, is staying in Goloka Vrindavana. That is the Swayam Rupa. That is the original Krishna. Кришна в форме пастушка находится на Галоке Вриндауна. Это его Сваям Рупа, это сам Кришна. Это его форма изначально. And then for pastime's sake, he expands himself into so many forms. И в своих играх он распространяет себя в очень многих формах, множественные формы. Because God means he should be able to do everything and anything. Потому что Господь подразумевает, что Господь, он может делать все и вся. So, all possible relationships he wants to create. Can you please repeat, because something with connection? He wants to create all kinds of relationships. So in Goloka Vrindavana, he is like a cowherd boy and in a village life with all the people having very close relationships. И он хочет сотворить Can you hear me? Yes, I'm here. Thank you. И он хочет сотворить все типы отношений, которые возможно. На Галоке Вриндавана у него есть отношения со всеми обитателями Вриндавана, довольно близкие отношения. So he expands himself from Krishna, who's a cowherd boy, he expands himself as Balarama, who's equal to Krishna in all respects. Он распространяет себя в многих экспансиях. Так, он распространяет себя в первой экспансии. Это Баларама, который тождественен Кришне во всех отношениях. Because he is equal in all respects only because
he has all the powers and he also has his own set of gopis. А поскольку он тождествен во всех отношениях, у него такая же сила, и у него такие же поклонницы гопи. And only difference is he wears different colored dress. He wears blue colored dress, Krishna wears yellow. Единственная разница в них — это то, что у них разная одежда, разный цвет кожи. У Кришны желтые одежды, у Баларамы белые. Ой, синие. And Krishna is black in color. Krishna is black in color and Balarama is white in color. Синие одежды у Баларамы, и Кришна он темный, а Баларама у него белый цвет кожи. So, and Balarama is Bhagavan, but he's a servant Bhagavan. Krishna is the enjoyer Bhagavan and Balarama is the servant Bhagavan. И Баларама — это тоже Бхагаван, но это Бхагаван-слуга. Кришна — это наслаждающийся Бхагаван, а Баларама — это Бхагаван-слуга, Бог, который служит. And Balarama, he, in all ways he serves Krishna. First of all, he expands his body to provide the land for Krishna. И Баларама, он всеми возможными способами служит Кришне, а в самом начале он распространяет свое тело так, что появляется земля для Кришны. So he is in so that is Shantarasa. He is expanding himself, because Goloka Vrindavana and entire spiritual world, the manifestation of the spiritual world is actually Balarama. He has expanded himself for the pastimes of Krishna. И он распространяет себя для игр Кришны. А Галока Вриндавана — это проявление Баларамы. Он сотворяет для того, чтобы Кришна мог проводить свои игры. And for the material world, that is also coming from Balarama's expansions. И материальный мир тоже происходит от экспансии Баларамы. So Balarama expands himself as Mahasankarshana, and Mahasankarshana, from that comes the Chaturvyuha, that is Vasudeva, Sankarshana, Pradyamna and Aniruddha. И Баларама распространяет себя как Маха Санкаршана, а Маха Санкаршана производит Чатурвьюху. А Чатурвьюха — это Васудева, Прадюмна, Санкаршана, Анирудха. Чатурвьюха из... Sankarshana and Aniruddha. Okay. Да, правильно. And then these four people are guarding the Mathura and Vrindavana, Mathura and Vrindavana in the spiritual world. These four people? These four Chaturvyuha, Vasudeva, Sankarshana, Pradyamna and Aniruddha. They are producing, just my husband coming. They are guarding, they are protecting. They are protecting Mathura and Vrindavana, Mathura and Dwaraka in the spiritual world. И это Чатурвьюха, они, эти четыре личности, Чатурвьюхи, они защищают Мадхуру и Вриндавана. Not Vrindavan, Dwaraka and Mathura, they are guarding. Меня поправили. Они не Вриндавана, а Мадхуру и Двараку. So from that Sankarshana of the Chaturvyuha expands Narayana. Из этого Санкаршана, который является частью Чатурвьюхи, проявляется Нараяна. So Narayana is the supreme person in Vaikuntha. И Нараяна — это верховная личность Вайкунтхи. Then from Narayana, another Chaturvyuha comes. И из этого Нараяны происходит вторая
Чатурвьюха. So in that Chaturvyuha, from that Sankarshana, you have an expansion called Mahavishnu. И из этой Чатурвьюхи, из Санкаршны этой Чатурвьюхи происходит экспансия Махавишну. That Mahavishnu is the one who creates, who is, who lies down, he creates the causal ocean, and he looks at Mahatattva. He creates the causal ocean. И это тот самый Махавишну, который творит причинный океан, который смотрит на Махататтву. В общем, это вот тот самый Вишну. And so this Mahavishnu is a Purusha avatar, right? Mahavishnu, Garbhodakshay Vishnu, and Kshirodakshay Vishnu. 3 Purusha avatars for the material world. И этот из этого Махавишну они... So this Mahavishnu is expands himself, or this Mahavishnu is he creates 3 Purusha avatars. He is the Purusha avatara. From him comes the other 2. Окей. So, и Махавишну тоже является Пуруша аватарой, и из него выходит еще 2 Пуруша аватары. 2 Purusha avatara is Kshirodakashay Vishnu and Garbhodakshay Vishnu. Вот, а Kshirodakashay Vishnu и Garbhodakashay Vishnu выходит от этого Махавишну. So, and so that is what, so he's saying how Purusha and all that. So from the Purusha incarnation only, all these material ingredients have come of this material universe. All the universes. Из этих Пуруша выходят все составляющие материального творения. And so from his body, the pores of his body, so many material universes come. Из пор всех его тела выходят многочисленные вселенные этого мира, материального мира. So that is all external energy, right? It is Maya, Maya Devi, Durga Devi, which is comes out from his body. И это все внешняя энергия, это Майя Деви, Дурга Деви, которая исходит из его тела. So then Krishna glances at that, Durga Devi, Durga Devi, Mahatattva, he glances at her. И Вишну бросает взгляд на Махадеви. And that is how, actually, because Vishnu is not involved with material creation. He just glances, and then in that glance, Shiva and Parvati combine, and then this material creation takes place. Вишну, он не задействован вообще далее в материальном творении, он просто бросает взгляд, и в этом взгляде встречаются Шива и Парвати, и они уже начинают творить далее. And that is the significance of the Shivalinga, right? You have Shivling is the combination of Durga and Shiva. И это как раз значимость Шивалингом. В Шивалингуме сочетается Шива и Дурга. So this 16 principles. So when this happens, the Mahatattva is agitated, and you have the 3 modes of material nature which manifest themselves. Sattva, Rajo, and Tamas. И Махататтва раскручивается, и появляются 3 гуны материального мира: Саттва, Раджас и Тама. And from Tamoguna, false ego manifests. Из Тамагуны проявляется ложное эго. Ahankar. Right? Аханкара. So that is what here Prabhupada is saying. All the Nitya Baddhas, all conditioned souls, they are, when they come into this material world, then this Ahankara manifests with them. Each one thinks that he is this body. He is separate from Krishna. И в этом материальном мире
каждая вещь, каждое живое существо имеет тело. И это тело пронизывает аханкара. And this ahankara, the fact that we have ahankara, why we have ahankara, it's because we want sense gratification. И смысл, почему у нас у всех есть аханкара, потому что мы хотим наслаждать свои чувства. Otherwise, eternal, because Krishna is the only enjoyer in the spiritual world. And we all cooperate with him to make him happy. So that is our constitutional position. И наше изначальное положение, вот есть Кришна в духовном мире, и мы должны наслаждать его чувства. В этом наше изначальное положение. We are also enjoyers. It is not that the living and the Lord is only enjoyer. No. The living beings are predominated enjoyers. That means we also enjoy. It's not that in the spiritual world we are all suffering and only Krishna is enjoying. И мы тоже наслаждаемся. Не означает, что в духовном мире Кришна единственный наслаждающий, а мы там все страдаем. Нет, мы тоже получаем наслаждение. But he is the master, he is the controller, and we are the controlled. Но он главный, он хозяин, а мы подчиненные. But because we forgot this position, and we also want to behave like, like Krishna, no one to control me, I will enjoy on my own, not as a servant, but as the master, I want to enjoy. Но поскольку мы забыли свое положение, мы хотим наслаждаться сами, а не так, что вот он хозяин, а я подчиненный. Мы хотим быть независимыми. So for that sake only, all these material elements are created from the three gunas, and everything comes into place, all the different bodies and all that. И вот только из-за этого возникает все материальное творение, появляются гуны, появляются тела, появляются вот эти вот все вселенные, только вот из-за этого желания. But those living entities who are very fortunate, they understand their constitutional position with Krishna, that I am actually a servant, I'm not the controller. Но есть удачливые живые существа, которые понимают, осознают, что я на самом деле слуга, и есть Кришна, и я подчиняюсь ему. Я слуга Кришны. So this truth is caught by a person after many, many births. We have taken unlimited births, and finally we have come to this position of understanding what is a real, relationship with Krishna. И это осознавание, оно приходит после миллионы рождений. Личность, наконец, в какой-то из рождений начинает осознавать эту истину, что я подчиненный Кришне, что я слуга. And when we surrender, then we are taken back to Godhead and we don't have to come back again. И когда мы предаемся, то тогда мы входим в духовный мир, и мы прекращаем рождаться здесь. But those who are not able to catch this truth about their position, they are again merged into the Mahatattva, because the Mahatattva enters the body of Mahavishnu. So all the jivas also go along with the Mahatattva into the body of Mahavishnu. Но те, кто не осознают эту истину, они в конце концов с Махататтвы входят в тело Махавишну, поскольку Махататтва входит и выходит из тела Махавишну. So it stays in Mahavishnu's body until he exhales again. Again, he is breathing. Vishnu is, because unlimited universes so huge that they come from the pores of his body. Then you can imagine how big and gigantic he is. И они там находятся до его выдоха. Вы знаете, что Махавишну дышит, он вдыхает и выдыхает, и из его выдоха выходят миллионы вселенных. Вы представляете, какое гигантским является его тело? So when he exhales, then all these Mahatattva and all the living jivas come out of his body, and when he inhales, then everything goes back into his body.
То есть, когда он выдыхает, все вселенные, все планеты и живые существа выходят из его тела. Когда он вдыхает, все входит обратно. So now the description of the Mahat Tattva is given that all the, what are the ingredients? There are 16 parts, namely 5 gross material elements, which are earth, water, air, fire, and ether. Мгм. Итак, здесь говорится о 16 составляющих материальной вселенной. Из них 5 – это грубые элементы: земля, вода, огонь, воздух, эфир. And then we have 11 working instruments, which is, the 5 knowledge gathering senses: 2 eyes, 2 ears, ears, nose, eyes, ears, nose, mouth, and touch. These 5 instruments, that Мгм. is knowledge gathering instruments. И есть 5 органов чувств, которые мы познаем. Это глаза, уши, нос, рот и осязание. And 5 active senses, which is hands, legs, genitals, rectum, and tongue. So, sorry, not tongue, speech. Speech. И 5 активных органов, которыми мы познаем, это руки, ноги, гениталии и речь. Ну, он сказал язык, потом поправился через речь. And the other thing is the mind. So all these are the 16 elements which are created from the Mahat Tattva. И остается у нас ум, и все это составляет 16 инструментов, которые создают Махататтву. And because this is all material ingredients, it's like a cloud. It doesn't have any light in it. Whereas in the spiritual sky, everything is full of light. But in a small corner, this Mahat Tattva alone, because it's like a cloud, it doesn't have any light in it, it's dark. И это все покрыто как облако. То есть говорится, что в некотором углу в духовном мире есть вот это Махататтва, облако, и оно не освещено светом, оно темное. А все вокруг в духовном мире, оно исполнено светом. А этот уголок, где находится Махататтва, он затемнен. So in this Mahat Tattva, which is like a cloud in a small corner, it has got innumerable universes. И в этой Махататтве, который как облачко в этом темном угле, находится бесчисленное количество вселенных. And they all come out of Vishnu's body at the same time. И они все выходят из тела Вишну в одно и то же время. And then he simply throws a glance to impregnate the material sky. The entire Mahat Tattva, he just glances, and then everything starts acting. All action starts happening. Далее он просто бросает взгляд на Махататтву, чтобы она зачала, и все начинает раскручиваться, Махататтва начинает заряжаться и раскручиваться, творение начинает. Any questions or comments? Так, есть у вас вопросы или комментарии? Можно спросить, формы, которые исходят из Кришны, фактически, они являются личностями все-таки, или это его просто проявление? Потому что я слышал такую идею, что получается, что все эти формы, они как бы иллюзорны получаются, потому что источник-то один, все равно Кришна. Chaitanya Prabhu has a question. Can I ask this thing? I've heard that these persons that are expansion of Krishna, that comes from Krishna's, it's not a person. They are just illusion.
То есть материальную so форму, я еще хотел вопросить, материальную форму там. or even material forms. So, can you please answer? Are they persons? Who the Mahatattva? The expansions of Krishna, all expansions that comes from Krishna body, are they persons or they are just material illusion? No. Krishna's expansions are all real. They're all forms of Krishna. Не, экспансии Кришны, они все реальные, это форма Кришны. Это я имел в виду, допустим, материальное проявление Господа, там, виратрупа и форм, и тела живых существ. То есть, But as for Viratrupa and all bodies of living entities, are they real or they are just illusion? It is very real. Krishna's got material energy and spiritual energy. So we are expansions of Krishna. We are jivas or souls. As souls, we are expansions of Krishna, Vibhinamsha, expansions. Это все очень настоящее, и мы, это есть материальная энергия, есть духовная энергия, и это все исходит из Кришны, и все настоящее. Даже мы являемся Вибом Амша, мы являемся экспансиями, и мы реальны. And we also have this external energy covering us. That is our material body. И мы также покрыты внешней энергией, которая является материальным телом. So it is not illusion, it is real. Just that this material energy is temporary, that's all. И это не иллюзия, это все настоящее, просто эта материальная энергия, она временна, вот и все. Ну, получили ответ? Да, Thank you. просто, да. Thank you, I got the answer. You got the answer? Yes. Спасибо. Okay. And see, Krishna is showing that as Krishna, he is infinite. Okay, there's no end to him. And he also wants to show that God has to be perfect in all ways. Then he should also be infinitesimal, like us, tiny. So that is why he expands himself as infinitesimal also. И Кришна, он бесконечный, у него нет конца, и поэтому он тоже он распространяет, например, бесконечное множество нас. То есть это все говорит о том, что Кришна бесконечен. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ತೂರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಗ್ರೀನ್ ಮೂಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಗ್ರೀನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲನ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ Hare Krishna. So I hope it was it okay. Shall we go to the next verse? Мы пойдем на следующий текст или как? Или еще будет вопрос в комментариях? Еще хотел уточнить еще раз. А вот вы сказали, что из второй четырьюхи появляется Махавишну, а он же является Пурушаватарой, то есть и, соответственно, ну, как бы он Карандакаша и Вишну, да, еще вот название есть такое, это, наверное, он. And also next question of Chaitanya Prabhu. You told before that Mahavishnu is coming from second Chaturvyuha and he is Purusha Avatar. And is he Karandakasha Vishnu? What? Is he from? Is he Karandakasha Vishnu? Mahavishnu that is coming from second. Mahavishnu expands Garbhodakshai Vishnu who enters every universe. Yes, but the question is this Mahavishnu, he is Karanadakasha Vishnu. Yes, yes. Да, это он самый. Thank you very much. А может быть тогда продолжит кто читать у нас? Матаджи Гандхара. Yes, we will come to the next text. Chaitanya Prabhu is at the moment he is finding who will read, but you can read Sanskrit
in the next text. Okay. Yasyam basi shayanasya yoga nidram vitanvataha nabi hridam bujad asid brahma vishwa srijampati. Экспансия Пуруша возлежит на водах Вселенной, и из озер его пупа вырастает стебель лотоса, а из цвета лотоса на вершине этого стебля проявляется Брахма, господин всех конструкций во Вселенной. Комментарий Шрила Прабхупады Ки Джай. Первым Пурушем является Карадакашая Вишну. И спор на его коже появляется бесчисленные вселенные. В каждую вселенную Пуруша входит в форме Гарабатакашая Вишну. Он возлежит на водах своего тела, заполняющие половину вселенной. А из пупа Гарбахатакашая Вишну вырастает лотос, на котором рождается Брахма, отец всех живых существ и главный среди полубогов, конструкторов, участвующих в создании совершенного порядка во Вселенной и управляющий его. Внутри стебля лотоса находится планетная система 14 типов. Планеты типа Земля, расположенная посередине, над ними находятся другие лучшие планеты системы, высочайшие из которых Брахмалока или Сатьялока. По системе планет типа Земля расположены 7 низших планетных систем, населенных асурами и подобными им материалистическими живыми существами. Из Гарбатакашая Вишну исходит экспансия Кширадакашая Вишну, которая является общей параматмой всех живых существ. Его называют Хари, и он источник всех воплощений во Вселенной. Из вышесказанного следует, что Пуруша-аватара проявляется в 3 аспектах. Первое – Карандакашая, создающая совокупность материального ингредиентов Махат-татви. Второе – Гарабатакашая, которая входит в каждую вселенную. И третье – Кширадакашая Вишну является параматмой всех материальных объектов, и живых, и неживых. Тот, кто постиг эти полные аспекты личности Бога, обладает истинным знанием о Боге, и благодаря этому, по утверждению Бхагавад-гиты, освобождается от материальной обусловленности, рождения, смерти, старости и болезни. Данная шлока является кратким описанием Маха-Вишну. Маха-Вишну по своей воле ложится в определенные части духовного неба. Итак, он возлежит на океане Корана, откуда он бросает взгляд на свою материальную природу, что тотчас же приводит в возникновение Махат-татвы. Заряженная таким образом энергия Господа, материальная природа сразу же создает бесчисленные вселенные, подобно дереву, которое в положенный срок украшает бесчисленное количество зрелых плодов. Земледелец сажает семя, и со временем из него вырастает дерево или лоза со множеством плодов. Ничто не происходит без причины, поэтому океан Корана называется причинным океаном. Карана означает причиной. Не следует безумно соглашаться с атеистическими теориями творения. В Бхагавад-гите приводится подробное описание атеистов. Атеист не верит в Творца, но предложить лучшие творения, объясняющие причину творения, он не может. Без энергии Пуруши материальная природа не обладает способностью творить. Так же, как Пракрити. Женщина не может родить ребенка без связи с Пурушей, мужчиной. Пуруша оплодотворяет, а Пракрити порождает. Не стоит предполагать наличие молока мясистых выростах на шее
козы, хотя внешне они и похожи на соски. Подобно этому и от материальных ингредиентов также не следует ожидать проявления созидательной силы. Мы должны верить в силу Пуруши, оплодотворяющей Пракрити природу. Желание Господа возлечь в медитации было достаточно, чтобы материальная энергия немедленно создала все бесчисленные вселенные. И Господь возлег в каждой из них. Так, по воле Господа сразу же были созданы все планеты со всеми их атрибутами. Энергия Господа безгранична, и потому Он может поступать как Ему угодно, осуществляя свои совершенные планы, хотя Ему самому и не нужно ничего делать. Нет никого, кто превосходил бы Его или был равен Ему. Таково значение вед. Krishna. Hare Krishna. So, Харе Кришна. So he's saying, so then the first Purusha is Karanodakshayi Vishnu. And why is he called Karanodakshayi? Because Karana means the cause. That is the cause. He is the cause of this entire material creation. Итак, первая Пуруша это Карандакаша Вишну. Почему его называют Карандакаша Вишну? Поскольку Карана это причина, и он является причиной всего материального творения. And then he enters, Mahavishnu expands himself into so many Garbhodakshayi Vishnus and enters every universe. И далее Махавишну распространяет себе в Гарбаданкашая Вишну, в многочисленные Гарбаданкашая Вишну, которые входят в каждую вселенную. Because it is just material nature, and so there is no soul inside it. It is dark and it is lifeless. Поскольку это материальная природа, там нет душ, и это там темно, и там нету душ, поэтому он себя распространяет. So just like our bodies function only when the Atma enters it, similarly, the universe starts working only when Vishnu enters it, Garbhodakshayi Vishnu. И так же, как наше тело начинает функционировать, когда в него входит атма, также и природа материально начинает действовать, когда в него входит Вишну в форме Гарбаданкашая Вишну. So everything manifests immediately. See, the Lord he is not interested in this material creation. He wants to lie down and be in yoga nidra. He is not interested. И все творится без участия Господа. Он не заинтересован в этом творении, он просто лежит и в своем сне в йога-нидре. So at once, Mahatattva creates so many universes at once. And Garbhodakshayi Vishnu enters into so many Garbhodakshayi Vishnus enter into each of these universes. И сразу же Махататтва, она порождает очень много вселенных. Это все происходит в один момент. И многочисленные Гарбhodakashaya Вишну входят в каждую вселенную. So when Garbhodakshayi Vishnu enters the universe, he sees there is nothing here, just cold and dark. И когда Гарбhodakashaya Вишну входит во вселенную, он видит, что в ней ничего нет, там холодно и темно. So there's no place to sit down even, nothing over here. Там вообще нет ничего, там даже нет места, куда сесть. So he creates water from his own body, like sweat, and fills it up half the universe with water. И тогда он производит воду из своего тела в виде пота, и он наполняет эту вселенную наполовину этой водой. And Anantasesha, he floats on this water, and he is like a soft and very comfortable bed for the Lord. И Ананташеша, он ложится на эти воды,
И это очень мягкое и комфортабельное место для сидения Господа. And so when he is lying down, from the navel of Garbhodakshai Vishnu comes a lotus stem. И когда он ложится на Нандашешу, из пупа Гарбхадакаша Вишну выходит лотос, стебель лотоса. And the material energy, she creates all the planets and everything immediately, all at once. И материальная энергия, она моментально разом создает все планеты, вселенные, все это происходит очень быстро в момент. Because this lotus stem actually consists of all the different planetary systems. Потому что вот этот вот стебель лотоса, он содержит в себе все эти планетные системы. And at the end, there is a beautiful, big, huge lotus flower. And in that, Brahma ji is born. И на конце этого стебля лотоса очень большой, красивый цветок лотоса, и это является точкой, где находится Брахма. So Brahma just manifested from Garbhodakshai Vishnu's body. Итак, Брахма, он проявляется из тела Гарбхадакаша Вишну. And he was not a baby Brahma or anything. Brahma was already adult when he manifested. И там нет никакого ребенка Брахмы, там Брахма, он сразу же проявлен как взрослый. So that is the thing. And Prabhupada is saying that material nature has no power to create anything without the power of the Purusha. И здесь Прабхупада говорит о том, что материальная энергия не имеет никакой силы, что что-то явить, и она это проявляет только за счет Пуруши. Because some people think, oh, material nature is only God, because everything is coming from nature. So they worship nature. И некоторые думают о том, что материальная природа — это и есть Господь, потому что все проявляется из материальной природы. And Prabhupada is saying that no, because of the Lord only everything takes, material nature is giving the body and the seed for the body to manifest is given by Vishnu. Нет, и Прабхупада говорит о том, что материальная природа, да, дает тело, но семя в эту материальную природу помещает Вишну. And then the Lord just lies down in Yoga Nidra. И так Господь лежит на водах в йога-нидре. So the Lord has got so many potencies, so many energies who are doing the work for him. Итак, у Господа есть столько энергии, столько потенций, которые на него работают, которые And you действуют. can imagine how perfect planning goes into this. Everything, you can't even imagine that such things can happen, right? How he so beautifully creates. И вы можете представить вообще, какое планирование нужно для того, чтобы все это создать, как это прекрасно все творится, как это все создается. Вы даже представить себе не можете, как это все. And for what purpose does he create? И ради какой цели он вообще все это творение происходит, и он творит. He creates for us, because so that we want to forget Krishna and just, think we are part of this material nature, we want to enjoy. That's why, for our sake, he has created it. И он творит это для нас, потому что мы хотим забыть Кришну, и мы хотим быть частью этой материальной природы, и мы хотим наслаждаться сами. And here is also mentioned that Kshirodakshai Vishnu is an expansion of Garbhodakshai Vishnu. И здесь также обозначено, что Кширадакаша Вишну является экспансией Гарбхадакаша Вишну. So Garbhodakshai Vishnu is the soul of the whole universe. И Гарбхадакаша Вишну — это душа всей Вселенной.
But Kshirodakshayi Vishnu, I mean, or rather, Garbhodakshayi Vishnu is the Paramatma of this whole universe. И Гарбхадакаша Вишну – это параматма всей Вселенной. And then he expands himself as Kshirodakshayi and enters every atom and every heart of living entities, И bodies. далее он распространяет себя как Кширадакаша Вишну, который входит в каждый атом, в каждое тело. So this Kshirodakshayi Vishnu is also called Hari. И Кширадакаша Вишну также называют Хари. And his abode is in the Shvetadvipa. You know, in Dhruva Loka, we have this Shvetadvipa, the island in which this milk ocean is there. И его обитель является Шветадвипа. Вы знаете, что есть Друвалока Ютел. In Шветадвипа Dhruva есть... Loka, yes. Dhruva Loka, you know, на the Друва. fourth. На Друвалоке находится Молочное озеро, где находится Шветадвипа, и это обитель. And all the incarnations who come to this world, to this universe, come through this Hari or the Kshirodakshayi Vishnu. И все воплощения, которые приходят в этот материальный мир, они идут из Хари, который находится там. Okay, is that clear? Это ясно? Есть какие-то вопросы? Бедные. Уже? Are there Загрузились. any Нет. questions, comments? They overloaded. Huh? Overwhelming. Overloaded. They overloaded. With I know, it's information you too gave. heavy. Ну, Prabhu, Я сказала, что все загрузились. Он сказал, да, это очень тяжело. and this Prabhu is keeping his hand on the head. So, Говорит, вот Прабhu даже рукой голову подпер, насколько Виноди тяжело. Матаджи руку поднимает. Yes, we have question from Vinodini Mataji. Да. На самом деле, я хочу сказать, что на самом деле в изложении Према Падмини очень ярко эта вся картина представляется. Часто она очень так непонятно. Так Према Падмини рассказывает, в принципе, очень даже... Chaitanya Prabhu is telling that you actually more simply explain us everything because it's really heavy topic, but you are trying to give us in more simple way and it's more clear. Thank you. Chaitanya Prabhu, Vinodini Mataji, давайте вопрос. Дорогие преданные, прошу прощения за опоздание. У меня есть анакта такая, везде опаздываю. Но сегодня я опоздала из-за того, что ко мне неожиданно пришли гости. Поздравлять меня с юбилеем. Мне сегодня 75 лет исполнилось. Прошу ваших благословений. Mataji Vinodini has a birthday today. She is 75. And she is, yeah, and she asked to forgive her. 75. Okay. And she asked for what? For blessing. For your blessing. Yes. Shall we sing for her? Shall we sing for her? Что, споем для нее, спрашивает Матаджи Према Падмини. Yes, we can. Okay, please sing. Hare Krishna to you. Hare Krishna to you. Hare Krishna, dear Vinodini Mataji. Hare Krishna to you. And you all sing, in Russia, you all sing Hare Rama to you also. Sing that. Hare Rama to you. Hare Rama to you. Hare Rama, dear Vinodini Mataji. Hare Rama to you. Yeah. We pray that you have a very healthy and long life and that you can serve Krishna wonderfully. Будем молиться, чтобы у вас была очень здоровая и долгая жизнь, и чтобы вы удивительно служили Кришне.
Алло, звук пропал. Ну, So мы- nice that even in this age, she's so active. Very nice. I hope you have a long life and a very good, healthy life. Yeah. Это здорово, Yes, sir. что даже на таком году жизни вы очень активны. Это очень здорово. Я буду молиться, чтобы вы имели долгую и здоровую жизнь. Спасибо. Харе Кришна. Hare Thank you so Krishna. much. А у меня есть вопрос, можно задать? And also, Vinod Mataji has a question. Да. Вот в этом комментарии Шрила Прабхупада пишет, что Вселенная создаются, как тут написано, материальная энергия создала все бесчисленные вселенные. А в то же время мы знаем, что вселенные исходят из тела Махавишну. И вот тут как бы противоречие у меня возникло. Объясните, пожалуйста. Mataji Vinod has a contradiction because in the commentary, Srila Prabhupada told that all the universe are coming from material energy, and all the universe are created by material energy. But then she saw that all the universe are created by the Lord, and she has a contradiction. How comes? Yes, that's true, because it says that all the universes come from the pores of the body of Mahavishnu, right? Да, и это потому что говорится, что все вселенные выходят из пор Махавишну. Так? And at the same time, it says that Mahatattva is the one who's creating all these universes. И также говорится, что Махататтва — это та, что создает все материальные вселенные. Right? Так? So В этом противоречие. Да. I will Yes. find out. Actually, even I had this doubt, so I will check it out and tell you. Да, я посмотрю, потому что даже у меня было это сомнение, вот, поэтому я лучше посмотрю и отвечу в следующий раз. Хорошо, спасибо. Thank you so much. We will waiting for your answer. Yes, I will tell you next week. Next week only I will tell you. На следующей неделе я вам скажу. Я сказала, что мы будем ждать ответа. Because Bhagavatam class will happen after a month or so. But I will Да. tell you the answer. Ну, я вам на следующей неделе скажу, потому что такая лекция по Бхагаватам будет у нас через месяц, вот, пока там будут другие темы, а я вам на следующем занятии уже все это скажу. Or I will write to Sachitanya Prabhu and he can share with everyone. Или вы можете написать Шичитания Прабhu. The name of Prabhu, can you read out, please? Читанай даст. Шичитанай, все, я не услышала. You agree? No, He just agreed? I misheard the name of Шичитанай Prabhu. And he corrected me. Как вам лучше? Напишите Шичитанай Прабhu или дождетесь ответа Према Падмини на следующей неделе? Я могу подождать, мне писать сложно. No, it's better you will answer because I have a difficulties to write. It's better that you will answer next time. Pardon? It's Pardon? better What? than it's better you will answer next time. Oh, okay. Okay. Еще Хорошо. хотел уточнить тоже вопрос по поводу того, что вы сказали, что из Хари исходят все воплощения, которые проявляются в материальном мире. А это имеется в виду там лила-аватары, да, все? То есть вот, что он проявляет? Она говорила про живых. Ну ладно, сейчас задам вопрос. And also, Chaitanya has a question. You told that all expansions are coming from Hari. What does it mean? It means all lila avatars, or what do you mean in this? Или это просто живые существа какие-то? Or it's just living entities? No, not living entities. All the Vishnu avatars or even Krishna, because he is in charge of this universe. So when they come, it seems as if they are expanding from Kshirodakshay Vishnu.
В общем, поскольку он ответственен за эту Вселенную, то все выходит из него, даже Кришна, даже аватары, все выходят из него. But actually, he himself is an expansion of Krishna. И так But каждый выходит из него, но на самом деле он сам экспансия Кришны. But because he's in charge of this material world, universe, when all the avatars come, it seems as if they are coming through Shirodakshay Vishnu. Поскольку он владеет этой вселенной, кажется, что все исходит из него, даже Кришна и его аватары. And when actually Krishna takes, when he comes here or Chaitanya Mahaprabhu comes, so then what happens? All the Shirodakshay Vishnu merges in the body of Krishna, all the Shirodakshay, Garbhodakshay, because he is the origin of everyone. So they all merge in his body. Ну вот когда приходил Кришна, когда пришел Шри Чайтанья Махапрабху, что случилось? На самом деле все Кширдакаша Вишну, они все слились с его телом, поскольку Кришна, он является изначально. Он является изначальным. Понятно, нет? Ну, более-менее теоретически представляем. Theoretical we can understand it, only theoretical it's so heavy. What? Pardon? We can understand it only theoretically, it's so heavy. In theory. We can understand if it is. In theory. What? We can understand it? Just in theory. Yes, in theory. Но мы надеемся, что в дальнейшем мы будем задавать вам вопросы и проникнем уже на практическом уровне. Как-то это понять. But we hope we will ask questions to you and then we can understand it in practice. So heavy topic. Вопрос? One more question from Mataji Vinodi. Вы меня извините, или звук прервался. Кто сливается в одно, вы что-то говорили про Господа Чайтанью, и кто сливается в одно там? Ширандакаша и Вишну, когда... Ну, давайте я задам этот вопрос. Mataji Vinodini, ask you just repeat who merged in Chaitanya Mahaprabhu body? Chaitanya Mahaprabhu. See, this Vishnu forms, the Purusha avatars, because when Krishna is there, he is, anyway, he is there. So all his expansions get into his body. Все формы Вишну, все Пуруша-аватары, они входят в тело Вишну, поскольку, или Чайтанья Махапрабху, поскольку он изначальный. Понятно, нет? Это во время уничтожения, что ли? Нет, мы сейчас о творении говорим. Когда, видимо, Кришна воплощается здесь, вот, допустим, в материальном мире, или Господь Чайтанья, я правильно понимаю, может, тоже переведете, то тогда все вот эти вот Махавишну, Вишну, они как бы в его теле проявлены становятся. Шри Чайтанья is commenting. Just can you just estimate is his understanding is correct? When Krishna or Chaitanya Mahaprabhu comes here, all forms of Mahavishnu get into his body. Yes. Да. Because they're all expanded from Krishna. So when Krishna comes, they all get back into his body. Поскольку они все... Everything. Поскольку они все исходят из тела Кришны, когда приходит Кришна, они обратно входят в его тело. Вот, теперь все понятно. It's clear now. And they are laughing because it's not clear. What? Chaitanya Prabhu is telling that it is clear now, and they are laughing because I suppose that it's too heavy to understand. Ну, когда-нибудь мы это поймем. He hopes that one day he will understand it clearly. Now it's so difficult. Может, не сразу, но постепенно.
Ну, хорошо, что Мададжи Према Падмини это понимает. Да, вот я про это говорю. Mataji Prema Padmini, it's really good that you understand it, because you understand it, and one day we will understand У нас it. есть шанс. You give hope for us. Хорошо. Похоже, нам надо прерваться тогда уже, наверное, к сожалению. We should stop on this time. Можем начать с этого места в следующий раз. And we will start on this next time from this point. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you Shall I so go much.